Здорово, Рексы! Как ваши дела? Как прошел Новый год? Надеюсь, что без травм. Сегодня хотел бы вам представить интересную игру как Singularity 2010 года выпуска. Она довольно хороша, и многие из вас могли просто не знать про нее. А зря. И сейчас вы поймете почему. Игра начинается с ролика, где нам объясняют лор вселенной. После Второй мировой США начала активно наращивать свою мощь, обзаводиться ядеркой и тому подобное. СССР, в свою очередь, не хотели отставать от ребят и открывают остров, где обнаруживают новый химический элемент Е99. Преимущество этого элемента в том, что он довольно изобилен во всем. Из него можно добавить как энергию, так и делать оружие вместе со строительным материалом. Этому элементу нет аналогов, так как он находится только на этом острове. Но, конечно же, есть но. Насколько Е99 был мощным, настолько он был и нестабильным. Когда к власти пришел Хрущев, он приказал увеличить темп исследования, что повлекло за собой взрыв лабораторий и чистку всего населения острова. Кстати, остров назвали Каторга-12. Очень иронично, правда? Сейчас нас переносят в наши дни. Мы, молодой капитан армии США Натаниэль Ренко, летим на остров со своим напарником Девлином. Пришел сигнал большого выброса энергии, и нас отправили посмотреть, чтобы убедиться, что не будет второго Чернобыля. Надо быть готовыми ко всему. Спарта, сохраняйте скорость и направление. Вас понял, детонадер. Черт! Ты это видел? И вот на подлете к месту посадки случается выброс. Спарта 2-1, Спарта 2-1. Мы засекли в вашем районе выброс радиации. Черт! Это Эми! Проснувшись и знатно офигев с трупа, который испаряется, наш капитан отправляется искать уцелевших, попутно осматриваясь на предмет чего-нибудь интересного. Тут лорного контента подвезли, объясняя, что я имею в виду. Повсюду будут раскиданы либо записки с мыслями местных жителей, либо аудиоматериалы. В них будут рассказываться как локальные истории, ну, к примеру, мне сегодня в столовой дали 2 яблока, а я хотел 3, так и истории, которые поведают нам о первых днях после аварии. Пока иду, расскажу вам маленькую историю моего первого знакомства с этим произведением. Когда я был мелким, лет может 13-14, мне отец загрузил на комп вот это. Ну, я-то думал, что это очередной шутан, наподобие Modern Warfare. Сейчас раскур поймаю и пройду на кайфах. Сейчас прям. Это игра с элементами хоррора, если можно так выразиться. Есть скримеры. Сама история жуткая, а если читать все записки и слушать аудиозаписи, то вообще не захочется играть. Когда я впервые столкнулся с местными, меня просто разорвало от ужаса. Столько было страшно, что я забросил ее на недели 2. А если и заходил, то просил отца пройти страшные моменты. Да, вот такой вот паренек. Продолжаем. Когда мы зашли в распределительный центр и ознакомились с картой, то погнали смотреть кино. Тут нам дополняют лор, говоря, что из суперэлемента можно производить стройматериалы, и то, что американцы не пройдут. Ну и еще что надо много работать, чтобы было хорошо. Поднявшись на 2-й этаж, нас накрывает волной. И мы оказываемся в 55 году в момент той самой аварии. Пройдя дальше, мы помогаем пока неизвестному нам мужику выбраться из пожара. Принеся мужчину на 1-й этаж, нас выкидывают обратно. И первым, что мы видим, это статуя мужика, спасенного из пожара. И да, кажется, наш солдат изменил временную линию. 100% понимания, 0% осуждения. Спасенного зовут Николай Демичев, и я так понял, это его заслуга, что сейчас везде разбросана технология Е99, с помощью которой мы в дальнейшем сможем улучшать наше оружие. Здесь также находим первую аудиозапись, где нам объясняют, что уже после 2 часов с момента аварии радиация расползлась по всему острову и погубила сотни людей, а кто был рядом с источником, превратились в тварей, которые начали есть друзей и прохожих. Следом на связь выходит Девлин и говорит, что движется на место встречи. Паники. Следовать приказу. Продолжать движение к радиовышке. Зайдя в дом, нам показывают моменты прошлого.
Дальше идет школа. Тут мы тоже ловим парочку временных приколов, валим еще одного утырка и идем дальше. В этой школе во время аварии ученики разбежались по разным комнатам, и некоторые заперлись в туалете. Так и не дождавшись помощи, они погибли. В этом заведении на момент мирного времени было не все так просто. Правительство вовсе не чуралось ставить над учениками опыты, рассаживая их за помеченные столы и добавляя еду всякие добавки на основе Е99. У ребят наблюдался жар, диарея и сыпь. В процессе игры мы понимаем, что даже спася ученого, мир не стал лучше, а совсем наоборот. Ситуация только усугубилась, и результаты всех экспериментов мы наблюдаем на протяжении игры, находя тела давно почивших людей, а рядом голозаписи, которые рассказывают последние события их жизни. Суббота. Мамуля вернулась. Она приготовит мне макароны, а потом мы поедем домой на жемчужине. Я очень хочу. Надя, не шуми, отдай его сюда. Но, папа, я хочу рассказать про мамулю. Детка, милая, сейчас темно. Ты же знаешь, ночью надо вести себя тихо. Помнишь уговор? По ночам мы с тобой играем в прятки. Отдай мне диктофон. Ну, папочка. Надя, умоляю, веди себя тихо, иначе они нас услышат. Мамуля молчала, а ее все равно схватили. О, Боже! Надя, беги! Беги! Папа. Папа. Тем не менее, пройдя вглубь, главный герой находит своего напарника, который пытается укрыться от местных упырей. Ренка, ты жив? Я думал, ты скопытился. Помоги мне! После идем к радиовышке, по пути обзаводимся новым оружием и сразу же применяем его в действии. Дойдя до места, мы сразу видим последствия выбора Ренка. В этой вселенной остров хоть и давно покинут, но под пристальной охраной советских войск, которые сейчас нас прессуют. Мы, конечно же, даем отпор, но финал всем и так понятен. Очнувшись, перед нами предстает наш старый знакомый. Мужик явно хорошо сохранился. Он всего лишь подстригся и получил нормальный такой шрам на лице. А еще посмотрите, какой у него пиздатый плащ. Такой только у него и у Супермена. На момент игры, а именно на 2010 год, мужику 84 года. 84 года, Карл! Это прям нормально. Деду уважения. И пока я вам рассказывал за пожилого, этот Супермен приговорил нашего друга. Посольство сейчас. Так лучше. После старый подмечает, что главный вообще не изменился и, приставив пушку к нашему личику, требует какой-то МВП. Но благо нас спасает неизвестный, и мы даем по тапку. Это не Элли Ренка. Боже, вы здесь. Все, как передавал Мир-12. Тут нам добавляют еще одну группу заинтересованных лиц, а именно Мир-12, в котором состоит наша спасительница. Мир-12 появился сразу же после того, как Демичев из обычного ученого стал генсеком СССР. Эта двенашка служит как бы стабилизатором, чтобы не получился однополярный мир, вытряхивая все секреты красных в интернет. Эта организация нашла старые записи, получается той вселенной, когда взрыва не было и не было мутантов. Они поняли, что надо возвращаться на нормальную временную линию, и для этого нужен Виктор Борисов. По официальным данным, Витька умер, проводя очередной эксперимент, но на деле его убрал Колька, который жадно хотел получить какое-то устройство. Да, я тоже, когда их первый раз увидел, испугался. Это новый вид мутантов, которые лазят в третьем измерении и умеют прыгать туда-сюда. Но хорошо, что старые методы на них тоже работают. И пока мы бродим по локации, на связь выходит Кэтрин, ну, назовем ее Катя, и поясняет, что устройство, которое поможет нам спасти Борисова, называется МВП. Как раз за ним наш плащ и охотился. Пробравшись в заброшенную лабораторию, ловим аномалию, которая показывает потайной проход. Сделав то же самое, что и наша аномалия, мы оказались в бункере. И вот еще пару интересностей. Помимо всяких бумажек и голозаписей, есть еще и киноархивы. Ты чё, ебанутый?
Что ты там делаешь? По сути, то же самое, что и стенды с презентацией. Вот. Подойдя к аппарату, начинаются интересности. Кстати, расшифровывается аббревиатура как «мобильный временной преобразователь». И теперь у нас в руках главный прикол этой игры. То, ради чего я вообще сел в нее играть. Прошу, штука, которая может восстанавливать и наоборот разрушать объекты. По ходу игры мы будем прокачивать ее как внешне, так и внутренне. Ну, то есть улучшать параметры. Маленькое дополнение. МВП состаривает и восстанавливает объекты только те, в которых есть фрагмент Е99. К остальному она бесполезна, но это не будет мешать наслаждаться игрой. Сейчас же мы открываем временную аномалию и прыгаем в 55 год, прямиком в то время, когда шла зачистка лаборатории. Наша цель найти Витьку, и пока мы его ищем, то потихоньку сокращаем число солдат. Найдя нужную дверь, мы заходим. Не собирался просить. Ну, я думаю, что после такого точно не выживают. МВП? Как? Вы спасли мне жизнь. У вас МВП, но вы в американской форме. Видимо, случилось что-то ужасное. Идемте. Надо найти мои записи. Дальше нам выдают супер-мега секретную винтовку, с которой стреляешь и можешь управлять пулей. После Барисов рассказывает, что Николай Демичев с группой ученых хотел проводить эксперименты с сингулярностью над людьми. Витька, естественно, отказался, аргументируя это тем, что крайне небезопасно. За это нашего слона и хотели убить. Сейчас же мы снова падаем в настоящее, где уже живой и старый ученый созывает совет, где мы должны решить, что будем делать дальше. По пути к башне мы получаем апгрейд на перчатку, с помощью которого мы можем поднимать большие объекты. Также в этой игре присутствуют надписи на стенах, но кто их оставил, пока неизвестно. Они всегда появляются в ключевые моменты, пусть то будет диалог с Катей или перед битвой с боссом. Я, конечно, догадываюсь, кто их мог оставить, но об этом потом. Сейчас поговорим про другое. Знакомьтесь, первый полноценный босс, который на манер игр 10-х годов имеет специальные отростки, по которым надо бить, чтобы ослабить онного. Но перед нами не простой босс, а немного умный. Он прикрыл слабые места железными листами, и чтобы добраться до его сердца, нам нужно перехватить бочки и кидать в него. После просто добиваем малыша, и из него выползает вот такая дура. Кто это и что это, нам не объясняют, но если вы знаете, то прошу в комментарии. Сейчас же нас зовет Катерина, и мы вместе поднимаемся к нашему седому другу. Тут Витек Четыреглазый рассказывает, почему же ничего не поменялось. А все потому, что хитрюга Колька в одиночку начал мутить воду и не справился. Спустя несколько месяцев с момента путешествия Ренка башня взорвалась, и история повторилась. Люди мутировали, и остров закрыли на карантин, а разработки на основе Е99 дали гипертолчок в развитии всего СССР. Демичева тут же повысили, ну и естественно наши бахнули по штатам, так сказать. Упреждающий удар по Соединенным Штатам. Все 50 лет ученый думал, как сломать эту временную ветку, и у него родилась отличная идея – подорвать все до самой аварии, переместиться в прошлое, забрать оттуда бомбу и опять же в прошлом подорвать саму сингулярность. А подрывать мы будем бомбой Е99, которая сейчас находится на затонувшем в порту корабле. Если не сразу идти на задание, а побродить, то мы можем найти много интересных записок, которые оставил сам Барисов. Сейчас мы добираемся до взрывчатки через туннели, и снова не все так просто.
этим богом забытые места самые нелюбимые. Объясняю почему. Во-первых, я не люблю вот это все мясо, слизь и так далее. А во-вторых, я просто недооценил возможности этих малюток. Они вырубили меня с первых ударов. Я 2 раза перезапускал миссию. Пока мы будем пробираться по канализации, нас знакомим с еще одним интересным существом. Здоровая такая дура. Что хотела, зачем приходила, непонятно. Показала себя, оставив Нейта с большим грузом в трусах. Когда голова приходит в себя, мы видим Витька, который говорит, что его базу нашли и штурмуют. Ага, впервые за 50 лет. Поэтому надо взять поезд и двигать к порту. Тут нам дают еще одно интересное оружие – игломет. Ну, кроме как интересное, сказать больше не могу. Прикольно взрывается и все. А дальше идет хоррор-элементы. Когда был мелким, этот эпизод забыл как страшный сон. Теперь я понимаю почему. В эти моменты у меня так жопа потела, прям было максимально стрёмно. Я даже сам немного пригибался, когда проходил эту локацию. После мы встречаемся с Кэтрин, которая тоже прячется от солдат. Они рядом. Ну-ка проверим. Попутно находим надпись, которая сбила меня с толку. Ну да ладно, после разберемся. Спойлер, я не разобрался. Когда мы помогли открыть ворота, на нас скинули несколько отрядов советских солдат, ну и мы сократили их число. А после Катюху украли. Убери от меня свои грязные руки! Нам, в свою очередь, надо ее спасти. Убейте их. После освобождения дуем к поезду, который разрушен, восстанавливаем его с помощью устройства, которое усиливает наш МВП. И казалось бы все, гоним в порт. Но нет, мы совсем забыли про этого упыря. Эта тварь думала нас сожрать, но мы так не думали, потому что что? Правильно, главное позитивно мыслить. Вот и мы на позитиве сносим его черепную коробку. По прибытии в порт команда снова разделяется, и когда мы выходим на причал, нас снова кидают в 55-й год, где мы рубимся с ребятками. Следом восстанавливаем корабль, где и находится нужная нам вещь. Хочу отметить, довольно эффектно идет восстановление судна, но, к сожалению, сил МВП хватает только на некоторое время. После корабль снова потонет. Пробираясь сквозь каюты, мы можем наблюдать флешбеки этого места и читать записки бывших членов экипажа. Если кратко, то некоторые были очень обеспокоены присутствием бомбы на корабле, а некоторые сочли это должным. Ну а мы сочли это нужным и забрали необходимый нам предмет. Только во время нашего побега случилась маленькая оказия. Советы стянули в это место слишком много бойцов, и Кэтрин пожертвовал собой, чтобы Ренко смог уйти оттуда живым. Капитан Ренко, слава богу, вы целы. Позвольте вам помочь. У вас получилось. Бомба Е-99. Значит, не все потеряно. После мы вырубаемся. Приходим в себя возле большой градирни, где нам объясняют, что бомбу вы-то получили, но она разряжена, и главному герою следует ее подзарядить, а для этого нужно восстановить мост. Чувствуете это растягивание сюжета, да? Пока прусь до каналов, скажу, что мне очень понравилась эта система флешбеков. Каждая история показана очень подробно, а если долго нет этих моментов, то по-любому будет аудиокассета, которая расскажет, что происходит с группой рабочих или с группой солдат, которая удирает от монстра. Я специально вам много воспоминаний не показываю. На случай, если вас заинтересует игра, вы сможете насладиться этими историями полностью.
Сейчас же мы пробираемся сквозь кучу монстров, спускаем воду и подаем питание для восстановления моста. Следом идет большой отрезок из пострелялок. Тут можно отметить только момент с наблюдением бойни людей и паукообразных монстров. Тут я не влезал, хотел посмотреть, чем все закончится. В итоге монстры задавили числом. Ну, это я вам для ясности закинул. Сейчас же мы можем зарядить нашего друга, но вот проблема. Ушли. Разлом должен быть рядом. Узнайте код активации для зарядки бомбы Е-99. Доктор Петров хранит его в своем кабинете. Ладно, погнали искать этот кабинет, только уже в прошлом. И снова производим зачистку помещений, забираем нужный нам код активации и, конечно же, оставляем мужика в покое. После мы запускаем нашу бомбочку и валим отсюда, пока тут ничего не взорвалось. Да, нормально мы наворотили. И снова надписи. Не, все-таки я понял, кто оставляет послание, но об этом уже в конце, который, кстати, скоро будет, ведь мы с Доком стоим почти возле входа в ту самую башню. Задание простое – пробраться в башню и взорвать саму сингулярность. Пока идем туда, везде будут появляться ребята из прошлого, потому что время здесь как большое полотно с большими дырками. Еще по записям мы можем узнать, что Демичев и Барисов были хорошими коллегами, оба были рады работать вместе и восхищались достижениями друг друга. Сейчас же проходим финальную модернизацию нашего устройства и движемся открывать портал, чтобы в 55-м все взорвать к чертовой матери. Но все пошло не по плану. Вы так старались взорвать сингулярность, а я взял и повторил эксперимент. Да твою мать, вот зачем надо было что-то повторять? Пиздец. Ну, как вы поняли, это финал. У нас выбора 3, ну, основных 2. Первый — это хэппи-энд. Если мы послушаем Барисова и убьем Демичева, то нам объяснят, что главной аномалией все это время был Ренко, ведь он тогда спас Николая с пожара. И, как нам подсказывает главный злодей, пытались мы остановить его не в первый раз. Во время пожара человеком за стеной были мы, и надписи — это тоже мы. Все эти подсказки были написаны не за первый заход. Ренко постоянно менял прошлое в надежде на лучшее будущее. После устранения себя же мы видим такую касцену. Молот 2-1, красный борт на связи. Вы входите в воздушное пространство Каторги-12. Вас понял, красный борт. Следую точно по курсу. До цели 3 минуты. Не знаю, зачем они нас сюда посылают? Тут же нет ничего интересного. Военная разведка? Сборище клоунов. Молот 2-1, сохраняйте скорость и направление. Вас понял, красный борт. Сколько раз видел? Не надоедает? Молот 2-1, молот 2-1. Ложная тревога. Повторяю, ложная тревога. Задание отменено. Летите домой. Ха! Ну что я говорил? Ничего интересного тут быть не может. Верно, товарищ? Также мы можем наблюдать сцену после титров, где Катька осталась жива и в 1955 году написала ту самую книгу, из-за которой появилась организация Мир-12. И, возможно, эта книга побывала в руках Барисова, и он смог сделать МВП еще быстрее, тем самым заработав еще больше уважения и собственную статую. Так вот. Вторая концовка — это если мы убиваем хорошего человечка. Тогда Натаниэль становится правой рукой Демичева и захватывает весь мир с помощью существ с острова. Дальше идет раскол СССР, потому что люди все больше переходят на сторону главного героя, а Николай создает свое МВП в бывшем США, и снова начинается холодная война. Если говорить про третью концовку, то это про устранение 2 ученых сразу. В результате все данные на 2 коллег пропадают, а главный герой уходит в неизвестное направление. Без Демичева Советы теряют власть над миром и разделяются на кучу маленьких стран. Сила организации Мир-12 растет, и они ищут убийцу доктора Барисова, но безрезультатно.
Подводя итоги, скажу только то, что я крайне рекомендую данную игрушку. Всем тем, кто не играл в нее, хотя бы попробуйте. Здесь идеально сочетаются и экшен, и хоррор составляющие. Она даже на момент записи играется довольно бодро, особенно если учесть все фишки МВП. Но сейчас я буду с вами прощаться. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всех обнял.